Добрый день. Сегодня на ремонте телевизор LG. Телевизор уже предварительно разобрал. Это модель CF20D60. И что примечательное, телевизор LG и также наклеечка Gold Star. Ну, Gold Star потом был переименован в LG. Ну, вот такую маркировку двойную первый раз вижу. Шасси МЦ64А. Телевизор пришел вот с такой вот неисправностью. Сейчас подключу в сеть. Так. Итак, возможно, слышно, как блок питания цикает. А это свидетельствует о, скорее всего, наличии короткого замыкания во вторичной цепи блока питания. Но при детальном осмотре, после того, как плата была почищена, обнаружил вот такую вот неприятность. Смотрим на ТДКС. И внизу он оплавлен. Скорее всего, произошел пробой ТДКС. После этого вылетел строечный транзистор. Это и привело, я так думаю, к короткому замыканию во вторичной цепи блока питания. Итак, общий щуп ставлю на землю. И смотрим. Диод D805. У нас тут сопротивление 28 мегаом. Все, далее диод D806. Итак, смотрим сопротивление 2,2 Ома. Это линия B+. То есть по данной линии у нас имеется короткое замыкание. Транзистор у нас SD 2499. Итак, проверяем переход коллектор-эмиттер на данном транзисторе. Сопротивление 0,5 Ом. Данный транзистор полностью пробит. Сейчас необходимо будет демонтировать неисправные радиодетали. Далее снимаем провода с панельки кинескопа. Здесь есть вот такой вот зажимчик.
Высоковольтный провод. Здесь разрядки не требует, так как я уже все это снимал, проверял, и он уже разряжен. Сейчас проверим, не пробила ли еще вдобавок микросхему кадровой развертки. Это 6-й вывод микросхемы. В принципе, нормально все. По крайней мере, короткого замыкания не имеется. Сейчас я нагружу линию B+ лампой накаливания. Для этого к конденсатору C814 припаиваю лампу накаливания. И подключаю телевизор. Как видим, лампа накаливания горит. Сейчас замерю напряжение по линии B+. Общий провод все так же на землю. И смотрим. 114 вольт. Напряжение в норме. Сейчас установлю на место другой ТДКС взамен неисправного. Термопасту тут размазывать не нужно. При затягивании это все равномерно распределится по корпусу транзистора. Ну и снова проверяем на диоде D806. Как видим, короткое замыкание отсутствует. Ну что же, включаю телевизор. Итак, произошел запуск. Ну и смотрим. Ну что же, изображение есть. Осталось провести небольшую профилактику. Это проверить конденсаторы C825, C820, C824 в первичной цепи блока питания, также C817, при значительных ухудшениях параметров данных конденсаторах
возможен выход из строя микросхемы блока питания. В данном случае это STRS5707. И также проверю конденсаторы во вторичной цепи блока питания. Это C830, C814. Также в микросхеме и также в обвязке микросхемы кадровой развертки. Итак, во время проверки конденсаторов были выявлены неисправны. Это C814, 220 микрофарад на 160 вольт. Выход из строя данного конденсатора чреват тем, что может выйти из строя строчный транзистор. Далее конденсаторы C820 и C825 установлены в первичной цепи блока питания. Выход из строя данных конденсаторов может привести к тому, что впоследствии выйдет из строя и микросхема блока питания STRS5707. Также был обнаружен неисправным конденсатор C830, 470 на 16 вольт. Конденсаторы C307 и C305. Выход из строя данных конденсаторов грозит тем, что может выйти из строя микросхема кадровой развертки. Также и по питанию микросхемы кадровой развертки был установлен конденсатор C412, 470 микрофарад на 35 вольт. Итак, телевизор работает. Сборку телевизора снимать я не буду. В этом ничего интересного нету. Также установку и выпайку конденсаторов, также их проверку снимать, пожалуй, не буду, так как это занимает довольно много времени. И не всем нравится это смотреть. Просто по итогу буду показывать, какие в каких местах. Также не показал, отсюда уже кем-то был вырезан один динамик. По итогу было выявлено 8 неисправных конденсаторов, один строчный транзистор и ТДКС. Ремонт данного телевизора завершен. Надеюсь, данное видео будет кому-то полезным. Всем спасибо за просмотр. До свидания.